Понимаете, доктор, каждый раз, когда я забит какими-то делами или обещаниями, появляется он и подрывает меня на очередную авантюру. Недавно мы отправились посреди ночи в путешествие, чтобы просто посмотреть на крепость 18 века. Доктор, вы меня вообще слушаете? Ну-ну. Твою мать. Думаешь, мозгоправ тебе поможет? Как ты не понимаешь, что ты это и есть я, только наоборот. Все мои выходки — это твои тайные желания, спрятанные на подсознании. Я просто помогаю их раскрыть. Возможно, но сейчас на это нет времени. Ты слишком загружен. Тебе нужно расслабиться. Как насчет очередного трипа? Нет, сегодня четверг, завтра у меня... Не делай вид, что этого не хочешь. Приветствую всех, дорогие подписчики и гости канала. Меня зовут Игорь, и перед началом очередного приключения Раф хотел бы немножечко с вами поговорить. У меня есть мечта. Я хочу собрать вокруг себя комьюнити. Комьюнити людей, которые будут разделять мои интересы. С которыми я смогу общаться, говорить, делиться эмоциями, впечатлениями, опытом. Хочется мне обзавестись своей командой искателей приключений. Начинал я проект совместно с моим старым лучшим другом и моей девушкой. Так вышло то, что они оба одновременно ушли из моей жизни, и сейчас я вынужден работать над проектом сам. С этим и связан долгий перерыв между последними роликами. С прошлой кампанией мы отсняли материалы еще на 3-4 ролика, плюс еще в скором времени ждите видео про мою поездку в Турцию, где живет моя семья. И, впрочем, контент есть. Очень хотел бы вас попросить, кому не сложно, поделитесь роликом в социальных сетях со своими знакомыми, друзьями. Ваш вклад будет обязательно оценен в будущем. Если вы из Краснодара, было бы замечательно поработать над новым видео вместе с вами. Если вы из другого города, то вы тоже можете принять участие в наших будущих путешествиях. Если же вы начинающий блогер, как я, то я открыт к любому виду сотрудничества, коллаборации, взаимореклама, все что угодно. Я оставлю в описании ссылки на свои контакты. Буду ждать вашего отклика. Ну, спасибо за внимание, приятного просмотра. Сегодня Раф отправится в не самый популярный район нашей необъятной страны и постарается показать вам, что он достоин вашего внимания. В этом выпуске мы побываем внутри расщелины, как бы двухсмысленно это ни звучало, погуляем по горному лесу, выпьем воды из настоящего родника, посетим несколько мест, представляющих большую культурную ценность, и самое главное, залезем в скрытые от глаз простого обывателя пещеры. Так, все, я перехожу на OnlyFans. Дамы и господа, прошу приветствовать Горячий Ключ. Что ты творишь, а? Я даже не знаю, к какому роду приключения отнести этот ролик. С одной стороны, это рандомный трип, так как к поездке мы совсем не готовились и толком не знали, что нас ждет. С другой стороны, в этот раз мы поехали не посреди ночи, в угоду хорошей картинки. В общем, считаем, что наш почти рандомный трип начался с того, что мы заехали в пекарню, взяли себе хлебушка и водички в дорогу. Пока прогревали машину, составили примерный маршрут, чтобы захватить как можно больше достопримечательностей, и отправились в путь. На удивление, дорога не заняла много времени. Мы больше времени стояли в пробке в Краснодаре, чем добирались до самого Горячего Ключа. В общем и целом ушло у нас около 1,5 часа. Боже, моя русичка бы меня уничтожила за такое грязнословие. Если кто знает, как правильно употребить это числительное в этом месте, поправьте меня в комментариях. Кстати, а мы вот уже в Горячем Ключе. Вот, приехали сюда. Непонятно, что здесь такое. Дальше там проезда нету. Вот. Идет дождь. Конечно, погода неудачная, но мы же все-таки искатели приключений. Поэтому мы идем искать приключений. Первым делом по плану мы хотели посетить питьевую галерею. Навигатор повел нас в непонятный закоулок возле какого-то санатория.
Не понимающие, что вообще происходит, мы решили обойти забор и подойти как можно ближе к месту назначения. Вот просто посмотри на обувь его. Пройдя вдоль забора, мы уткнулись в тупик. Как выяснилось, не мы одни приехали сюда по навигатору. Испачкав обувь и промочив ноги, мы обнаружили только речку и пару очистных сооружений. Так еще и дождь хлынул. Да, отличное начало. Расстроенные мы вернулись в машину и начали рассматривать карту, чтобы понять, где мы вообще примерно находимся. Разобравшись в строении города, который, к слову, был построен самыми гениальными архитекторами не от мира сего, мы отправились к цели. Ну, архитектура здесь меня даже впечатлила. Признаюсь честно, от города с населением в 70 тысяч жителей ожидаешь одноэтажных бабушкиных домиков и коровьих лепех посреди дороги. А тут все весьма цивильненько. Кроме дорожного движения. Но это прям просто ужас. Лучше бы вообще пешком пошли. Что не улица, односторонка. Что не закоулок, кирпич. Не развернуться, ни машину припарковать. Кто из горячего ключа? Расскажите мне, пожалуйста, как вы приспособились к этому. В общем, чудом мы нашли место для парковки, и дальше наш путь продолжался пешком. Ух ты, сам батюшка Ленин указывает нам дорогу. Слава богу, что мы живем в России, а не в Украине. Слава богу. В общем, по совету Ильича мы вошли на территорию какого-то парка-санатория. От него, знаете, веяло таким вот своеобразным постсоветским вайбом. Сами зацените. Эти елки, этот шикарный газон, выцветшие рекламные баннеры. Все это такое всратое, но такое родное. О, видел этих львов на минералке. Тут показывают, сколько нам идти до Дубая. Ну что, прогуляемся? Павлов, человек, очень любивший собак. Как оказалось, что и водная галерея, и несколько других достопримечательностей, которые мы планировали посетить в ходе трипа, находятся примерно в одном месте на территории парка. Узнав об этом, мы обрадовались и решили выпить родниковой водички, так сказать, за здоровье. Заплатили за маски, стаканчики и решили отведать этой чудесной лечебной водицы. На выбор нам предлагали 3 вида фильтрации. Мы попробовали все из них и... Я тоже поснимал. Я уже это поснял. Почему она такая вот, как будто набрана из болоса? Набрана из болоса. Это уже... Вот это самое лучшее. Самое чистое будет. Возможно было пить только воду под номером 104. Да и она имела неприятный запах и на вкус отдавала тиной, но она была не настолько отвратительной, как другие варианты. Чтобы вы понимали, вода под номером 21 была настолько ужасной, что ее привкус мы чувствовали во рту до самого вечера. Ожидая лечебную водицу из чистого горного родника, мы получили без преувеличений санину из болота. А некоторые смельчаки даже набирают ее себе бидонами по 5 литров. Интересно, они вообще ее пробовали? Выйдя из питьевой галереи, мы отправились дальше по парку к следующей достопримечательности. По пути мы встретили речку, говнотечку, и по характерному запаху сразу поняли, откуда мы только что пили. Ну да ладно. Погуляв немного по парку, мы вышли к достаточно известному месту. Да-да, ребятушки, вот эта каменная хреновина привлекает кучу туристов каждый год. Прошу любить и жаловать, гора Петушок. Эко, ёпта, ты по масти Кембри ходишь, а? С гор Западного Кавказа спускался приток реки Кубань Псекупс. Миллионы лет вода точила камень, создавая контур скалы. Место поистине уникальное и завораживающее. Но зачем нам смотреть на гору снизу, если можно подняться наверх? Тем более здесь это не потребует особых усилий, так как к горе ведет цивильная дорожка. Ну, как-то так все выглядит с высоты. Уверен, что летом тут гораздо красивее.
Отсюда же мы направились в небольшой поход по горной местности. Дороги как на музыкальной, смотри. Кто здесь закладки будет оставлять? Кто тут будет оставлять закладки? Мы гуляли, любовались видами, фотографировались, пока наше внимание не привлекло это место. Понимаю. Но я же говорю, ты был прав. Я же говорю, ты был прав. Дантово ущелье. Место, окутанное дымкой сверхъестественного. Рассказы о нем изобилуют мистическими деталями. Говорят, что людям, которые проходят сквозь него, становится тяжело дышать, сердце замирает, его ритм учащается. А когда на скалы спускается туман, деревья выглядят таинственными исполинами. Дантовым его назвали в честь Данте Алигьери, знаменитого по божественной комедии. Именно в этом произведении поэт описывает вход в преисподнюю, с которым местные жители и ассоциируют ущелье. Ну, как гласят официальные источники, это ущелье прорубили казаки в конце 1870-х для вентиляции заболоченной местности. Все оказалось намного прозаичнее. Кстати, именно в этом ущелье мы решили оставить для вас небольшую пасхалочку. Вы можете приехать сюда и увидеть ее своими глазами. Все нашедшие могут быть отмечены в следующих роликах. Вдоль наладившись по горам, мы сильно устали, проголодались и замерзли. По картам мы нашли шаурмечную, пойми как правильно, стоявшую неподалеку, и сразу отправились туда. Еще раз насладившись великолепием местных дорог, мы приехали к точке и взяли себе покушать. Шаурма оказалась достаточно посредственная, но зато мы абсолютно случайно обнаружили еще одну достопримечательность. Аллея тысячи сосен. Ну, по факту их тут максимум штук 200, но может быть 300. Аллея представляет собой, кто бы мог подумать, аллею с высаженными по краям рядами высоких хвойных деревьев. Особой исторической ценности она не представляет, так как была высажена в ходе обычного всегородского субботника в середине 20 века. Но выглядит красиво, поэтому и попадает в наш ролик. Вы знаете, где найти ссылку на статью об этом месте. Также упоминание заслуживает и вот эта симпатичная набережная какого-то небольшого озера. Выглядит она прикольно. Плиточка, перильца, газон. По всей видимости, озеро вышло из берегов, так как часть ландшафта была затоплена. Но кто сказал, что нам нельзя здесь ходить? Не можно. Вот так вот я открыл купальный сезон в 2022 году. Ну что, ребята, поводов оттягивать больше не осталось. Пришло время рассказать вам о самом интересном месте, которое мы встретили на нашем пути. Богатырские пещеры. Что? Сам не понял, почему тут богатыри. Вроде как, эти пещеры были построены людьми, приговоренными к смертной казни в 18 веке. По адыгейским обычаям тех лет, таким людям позволялось уходить в лес и навеки скрываться от человеческих глаз. Именно они жили в этих пещерах. Ладно, не истории мы тут пришли слушать, а на разные приколюхи смотреть. Не будем мешкать, выезжаем. По путеводителю мы должны были остановиться у тропы, отмеченной табличкой. Но, к нашему несчастью, мы не увидели никакой таблички. Нам пришлось остановиться у обочины, перпендикулярно предположительному местонахождению пещер. И знаете, что мы сделали? Разобрались в ситуации, посмотрели верный маршрут и пошли, как нормальные люди, по туристической тропе. Поперлись напрямую в гору, толком не зная, что конкретно мы ищем и как оно выглядит. Несмотря на неподходящую обувь, мокрый грунт и отсутствие уверенности в маршруте, мы на одной силе энтузиазма начали наше восхождение. Да, все нипочем, когда шило в жопе. Тут нет ничего, ни дороги, ни тропинки.
Он просто показывает навигатор, что нам куда-то вот туда. Поэтому мы с Тимурчиком, который где-то там, знаете, поднимаемся по склону вверх. И один хрен мы заблудились. Тимур, прокомментируй без мата. Без мата не получится. Только чудом встретившиеся нам местные жители указали нам дорогу к этим гребаным пещерам. Здесь спуститься, да? Да, вот здесь. Хорошо, спасибо. Недолго думая, Точнее, вообще не думай. мы спустились в верхние пещеры. Ну, да уж. Место действительно красивое. Представляю, как здесь офигенно летом. Только можно сделать фоточек. Но все же верхний уровень интересовал меня не так сильно, как нижний. Поэтому я без долгих раздумий, Точнее, вообще без раздумий. Вы же знаете. начал спускаться вниз. Было страшно, и это мягко сказано. Смотрите, как я долго ломаюсь перед спуском. Такой ты знал. Хороший вопрос, чего вы не обошли. Вкупе с моим охренительно сильным страхом высоты воспринимается все еще опасней. Спустившись вниз, я прошел по вытоптанной тропинке вдоль скалы. Я опять чуть не пропустил пещеры. Видимо, в них действительно можно было скрываться ото всех. Если бы я не заметил жолоб, то прошел бы мимо. Ну, и что же можно сказать о пещерах? Я думаю, за меня скажет моя живая реакция. Что за хрень? Выглядело место одновременно красиво и пугающе. В голове боролись два чувства – животный страх и дикое любопытство. Очень хотелось посмотреть, что внутри, но глубоко в душе не хотелось видеть ничего. Думаю, у всех была такая ситуация, когда вы оставались в детстве одни дома, смотрели на ночь какой-нибудь хоррор или местную страшилку, а потом не спали всю ночь, потому что видели тут и там проявление условной бабайки. А самое ироничное это то, что буквально за день до поездки я насмотрелся кучу крипипаст про рейков, монстров с длинными конечностями, обитающих в подобных локациях. Надеюсь, теперь вы меня понимаете. Стрёмно так было. Особенно после того, как посмотрел кучу крипипаст про разных тварей в ютубе. Но Тимур еще сюда спуститься не смог по своим причинам. Вот, а я с боязнью высоты и без какого-либо оборудования и с ужасным страхом вот этой херотени все-таки побывал здесь ради вас, ребята. Надеюсь, вы это оцените хоть как-то. После всего я встретил Тимура там, где его оставил. При помощи компаса на телефоне мы вычислили местоположение машины и спустились к ней. На этом мы решили закончить текущий рандомный трип. Отправившись домой, я испытал очень редкое, но при этом очень приятное чувство. Чувство заполненности, чувство выполненной цели, одновременной усталости и радости. Радости от пережитых эмоций. Чувство было схожее с тем, что я испытывал, когда мы добрались сквозь кучу преград и препятствий к древним дольменам в городе Геленджике. В очередной раз советую всем хоть раз в жизни устроить себе рандомный трип. Ну а с вами были Раф. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. Всем удачи, до новых встреч.